Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Дом моды Том Форд. Его основатель не раз называл создание женской одежды самым тяжелым и жестким бизнесом в мире. Однако это ничуть не мешало выходу в свет заметных, блистательных, стильных образов, настоящих хитов модной индустрии. Вот и сегодня в рамках недели моды в Париже бренд представил коллекцию «Осень-зима 2025-2026», которая незамеченной точно не останется. Чтобы ощутить всю атмосферу показа, давайте, друзья, попробуем представить себя в центре модной французской столицы, на одной из закрытых локаций Вандомской площади. Здесь, в полутемном пространстве с огромными зеркалами, мягкими креслами, где в воздухе витает аромат сухого мартини и дорогого парфюма, состоялось знаковое для модного дома событие. И нет, это совсем не возвращение легендарного Тома Форда. Это творческий взлет его преемника Хайдера Акермана, нового креативного директора, которому основатель бренда доверил свое детище и который в мире фэшн-искусства фигура совсем не случайная. Дизайнеру многие пророчили успешную карьеру в Шанель. Кто-то мечтал увидеть его в Армани, а он оказался у Форда. И вот вопрос: сможет ли этот тонкий романтик с его хладноватой и слегка отстраненной, даже инопланетной эстетикой, известной любовью к сложным силуэтам и цветовым комбинациям, вдохнуть активную жизнь в бренд, который последние годы слегка застрял в собственном зеркале тщеславия? Судя по дебюту, да, и еще как триумфально. Главная тема шоу – соблазнительная чувственность. Без дешевых уловок и уж точно без откровенной вульгарщины. Если Том Форд – это раскрепощенность, сверкающий гламур, сексуальность, то Хайдер – это про игру взглядов, паузу и намек. Акерман не стал прятаться за цитатами из архива. В коллекции нет прямых отсылок к прошлому, но многое соответствует настроению и духу бренда. Модный гардероб на предстоящий сезон дизайнер строит на контрастах. Показ условно можно разбить на две части, где первая выполнена в черно-белых тонах, а вторая удивит калейдоскопом оттенков. От кислотно-желтого, зеленого и ледяного-голубого до свежего мятного и нежной сирени. От карамельного и верблюжьего до глубокого винного и шоколадного. Начало шоу почти аскетическое. Монохром, кожа, строгие линии. Хайдер выпустил на подиум мотоциклетные куртки, кожаные топы, тренчи, пальто, брюки с заниженной талией, а еще трикотажные платья в пол в паре с перчатками и геометрической формы массивными браслетами. Следом элегантный смокинг и вдруг толстовка в дуэте с шелковой юбкой, что будто случайно соскользнула на бедра. При дальнейшем просмотре, мои дорогие, рекомендую не пропустить потрясающей красоты и кроек кипенно-белый костюм с изящно подвернутыми манжетами на рукавах жакета, которые небрежно застегнули с помощью булавки. К слову, нынешней осенью самая модная фишка. Из ярких акцентов в женском образе – красная помада, солнцезащитные очки в стиле 90-х, плоская сумка-портфель, аккуратный клатч. Главная героиня коллекции может запросто утром вести деловые переговоры, а вечером отправиться в джаз-клуб. В ее модных образах чувство баланса между строгостью и соблазном осталось центральным. Все, как полагал и сам Том Форд. Одежда должна быть одновременно броней и приглашением. Это более точно отражено во второй части показа, где каждый очередной наряд вспыхивал на подиуме как эмоция, меняя настроение от холодного равнодушия до страсти. Ультравысокие разрезы, глубокие декольте, бахрома, неоновая гамма оттенков, сверкающие в лучах софитов брючные костюмы, и все это не дешевая провокация, а красивый кинороман, от просмотра которого замирает сердце. В финале шоу публика аплодировала дизайнеру стоя. В первом ряду сам Том Форд, и его довольная улыбка сказала больше, чем 1000 рецензий. Даже самые суровые критики назвали коллекцию началом большой модной истории бренда, отмечая, что Акерман не разрушил ДНК именитого дома, он его перезаписал. Приятного просмотра, друзья! С интересом жду ваше мнение о представленном гардеробе Том Форд в комментариях. Как вы думаете, какие образы здесь подойдут для реальной жизни, а какие мы оставим только для глянцевой картинки? Скажу большое спасибо за поставленный лайк и подписку на мой канал. Всем красоты и совершенства, хорошего дня и нескучного, солнечного настроения!